Привет! В связи с обстрелами территории Израиля со стороны Ирана, Министерство транспорта Израиля неделю назад объявило о закрытии воздушного пространства страны. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что полгода назад я запланировала путешествие в Швейцарию, и оно началось 2 недели назад. И вот через неделю просто ошеломительных, вдохновляющих треков по швейцарским Альпам мы получаем известие о начале войны с Ираном. Шок, конечно, тотальный. Прежде всего потому, что в Израиле остались наши дети. О возвращении тогда мы не думали, потому что у нас еще была неделя отпуска, а за неделю все может измениться. И изменилось в худшую сторону. Иран обстреливает жилые кварталы, больницы, детские сады. И нам нужно возвращаться домой. Возвращаться под обстрелами. Воздушное пространство Израиля продолжает оставаться закрытым. Но израильские авиакомпании организуют так называемые эвакуационные рейсы в Израиль, на которые нужно зарегистрироваться. У меня была возможность подать заявку в компанию Эль Аль, крупнейший израильский авиаперевозчик, рейсом которого мы должны были возвращаться домой, а также подать заявку на эвакуационный рейс от Министерства здравоохранения, так как я медицинский работник. Так что я оформила 2 заявки, и теперь мы ждем ответа. Вы знаете, очень хочется, чтобы рейс был не завтра и не послезавтра, а тогда, когда завершится весь этот ужас, который переживает народ Израиля. Почему? Потому что я не знаю, что хуже. Сидеть в бомбоубежище и бояться прямого попадания иранской ракеты или лететь на самолете в момент иранской воздушной атаки. И вот, чтобы немного успокоиться, так как я паникерша еще та, я стала искать информацию о том, какие меры безопасности полетов применяются в авиакомпании Эль Аль. И вот что я нашла. Авиакомпания Эль Аль является единственной коммерческой авиакомпанией, оснащающей свои самолеты системами противоракетной обороны для защиты своих самолетов от ракет класса «Земля-воздух». Самолеты Эль Аль начали оснащаться противоракетной обороной с начала 2000-х годов. Первоначальная система называлась Flight Guard. Технология изначально была разработана для израильских ВВС и основана на сложной радиолокационной системе, которая обнаруживает приближающуюся ракету и выпускает так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ее с курса. Кстати, стоимость установки такой системы на самолет примерно $1 миллион. Система эта постоянно усовершенствовалась, а в 2014 году на некоторые свои самолеты авиакомпания начала устанавливать обновленную систему предупреждения о сближении с ракетой МЭВС, которая включает в себя инфракрасную камеру слежения за ракетами для обнаружения их запуска на самых ранних этапах и лазерную систему для отвода ракет. Выглядит это как такая компактная прилада к фюзеляжу самолета длиной около 3 метров. При обнаружении угрозы система ее отслеживает и направляет лазер на сенсор ракеты, сбивая ее с курса. Система эта полностью автоматизирована. При появлении ракеты в зоне радара самолета лазер срабатывает в течение пары секунд, отклоняя ракету от ее курса. Пилот получает информацию о завершенной угрозе после ее устранения. И вот все эти меры делают израильскую авиакомпанию Эль Аль одной из самых защищенных авиакомпаний в мире, что очень важно в сегодняшних реалиях. Успокоила ли меня эта информация? В какой-то мере да. Осталось только выяснить, к какой авиакомпании нас отправят – Эль Аль, Сандор или Исраэль. А пока мы будем ждать наш рейс, я буду выпускать фильмы о нашем путешествии по Швейцарии. Фильмы, которые помогут расслабиться и снять стресс.
его колбасит во все стороны. Олег, я пролезу? Да, на коленях. На коленях? Там вода. Олег, там вода. Просто райское место.